Всем рукодельницам огромный привет! Меня зовут Елена. Скоро наступит весна, все мы перейдем на более легкую одежду, на футболки, майки, возможно, на какие-то блузки, но в этом видео речь не пойдет о них. Сегодня хочу я с вами поделиться идеей, конечно же, она, наверное, не новая, скорее всего, ну просто вот она мне пришла в голову, и я решила, что я хочу с вами ей поделиться. Как из самой простой маечки, невзрачной или футболочки, можно сделать интересную вещицу совсем недорого, совсем недолго и не трудно совсем. Вот. Можно это сделать при помощи крючка и пряжи. Вот у меня здесь такая получилась футболочка. Сейчас вам ее покажу. Самая обычная футболка, которую я купила вчера, недорого совсем. Вот она просто такого голубого спокойного цвета. Даже ближе, мне кажется, к бирюзе. И я решила, что я хочу на ней какую-то сделать аппликацию или вышивку. И увидела вчера вот такие бабочки интересные, схемы разные. И решила, что мне тоже такую надо. И связала на пробу. Сначала я связала вот такую большую бабочку. Она получилась, конечно, толстовата, потому что здесь у меня пряжа фиалка от ПНК Миникирова. Вот. И она как-то здесь смотрелась, ну, так, громоздко, скажем так. И я взяла пряжу здесь потоньше, вот снежинку. Она здесь не написано сколько метров, только 25 грамм указано. Но она очень тоненькая такая. Вот сейчас покажу, как она выглядит. Но я все-таки связала ее в две нитки, потому что в одну ниточку как-то, ну, не знаю, мне не хотелось. Но, возможно, даже нужно было здесь и в одну связать. Было бы более нежное такое создание получилось бы. Вот, и я пришила сюда, и посмотрите, как интересно смотрится. Мне очень понравилось. Я решила, что я еще каких-нибудь бабочек сюда навяжу. Вязала я по схеме, которую нашла в открытом доступе. Еще там несколько схем я нашла. И все эти схемки я оставила на стене в своей группе ВКонтакте. Кому интересно, можно будет посмотреть. Если хотите, могу эту схему оставить еще в сообществе, если кому-то она нужна. В сообществе YouTube. Там тоже можно будет посмотреть. Вот. И дальше я подробно показала, как вязать такую бабочку. Если интересно, то можете смотреть. Вот, естественно, что потом я ее постирала, отпарила и пришила. Пришила просто вручную. Сначала я ее приложила, приколола иголочками, а потом аккуратно швом вперед иголку я просто пришила руками. И все, очень быстро. Ну вот еще такие две бусинки. Бусинок, конечно, здесь можно разное количество добавить, какое вам захочется. И не только на бабочке, где-то в другом месте. Ну, в общем, здесь уже, как говорится, фантазировать можно сколько угодно. Вот. Ну и если вам эта идея понравится, то, пожалуйста, пользуйтесь. Всем приятного просмотра, всем приятного рукоделия. Оставайтесь, подписывайтесь на мой канал и вяжите вместе со мной. Делаем одну воздушную петлю, из нее еще 3 воздушные петли, 2 накида на крючок. В эту же петлю делаем еще 3 столбика с 2 накидами. Это первый, 1, 2, потом второй сюда же, 1, 2. Потом еще третий сюда же. Воздушная петля. Далее у нас идет 4 столбика с 1 накидом сюда же в серединку. Так. 1, 2, 3,
4. Теперь сюда мы свяжем, теперь воздушная петля, теперь сюда мы свяжем элемент попкорн. Нужно сделать тоже 4 столбика с одним накидом. 5, 2, 3, 4 и 5. Теперь вернемся крючком в первый столбик, из него протянем петельку. Таким образом получился элемент попкорн. Теперь воздушная петля. Дальше снова в серединку свяжем 4 столбика с одним накидом. Один, 2, 3, 4. И еще 4 столбика с двумя накидами через воздушную петлю. Сейчас воздушную петлю свяжем и свяжем еще 4 столбика с двумя накидами сюда же. Первый, второй, третий, четвертый, последний. Так. Так. Все, вот у нас готов начальный такой элементик. Так. Теперь делаем 3 воздушные петли подъема. Поворачиваем вязание, делаем 2 накида на крючок, в эту же петельку делаем столбик с двумя накидами, 2 накида на крючок, в следующую петельку тоже также вяжем столбик с двумя накидами, 1 и 2. Так, теперь 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, следующий столбик по порядку вяжем 2 столбика с двумя накидами, и в следующий столбик тоже 2 столбика с двумя накидами. Дальше 2 воздушные петли, 1 накид на крючок, в следующий столбик вяжем 2 столбика с одним накидом, 1, 2, в следующий столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушные петли, накид, в следующий столбик вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Следующий столбик, столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, и сюда, где у нас был элемент кукурузка, мы свяжем еще один элемент кукурузка. В серединку вкалываемся и делаем 5 столбиков с одним накидом, 1, 2, 3, 4, 5. И чтобы у нас выпуклость осталась на той стороне, сюда крючком вкалываемся и ниточку вытягиваем спереди. Воздушная петля, накид, следующий столбик после кукурузки. Вот она у нас кукурузка осталась здесь, выпуклость. Так. Делаем 1 столбик с одним накидом. Дальше в следующий столбик 2 столбика с одним накидом, 1
и 2. Теперь 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Накид, следующий столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, а в следующий столбик 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Теперь 2 воздушные петли, 2 накида на крючок, в следующий столбик вяжем 2 столбика с 2 накидами, 1, 2. Так, 2 накида на крючок, в следующий столбик вяжем 2 столбика с 2 накидами, 1 и 2. Теперь 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и в последние 2 столбика мы делаем также точно по 2 столбика с 2 накидами, 1 столбик с 2 накидами, второй столбик с 2 накидами, и в последний столбик, который у нас был из воздушных петелек, мы делаем 2 столбика с 2 накидами. Так, это у нас уже видны очертания бабочки, можно сказать. Так. Три воздушные петли подъема теперь делаем. 2 накида на крючок. В следующий столбик вяжем столбик с 2 накидами. Еще в следующий столбик вяжем 2 столбика с 2 накидами. 1 и второй сюда же. Дальше 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и вот под эту арочку мы свяжем 4 столбика с 2 накидами с одной вершиной. Так, первый столбик с 2 накидами мы не довязываем, второй сюда же вяжем, не довязывая, третий сюда же вяжем, не довязывая, и четвертый сюда же вяжем, не довязывая. Далее 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, в следующий столбик, каждый столбик будем вязать по порядку. В первый 1 столбик с 2 накидами, во второй столбик с 2 накидами, и в третий столбик с 2 накидами, в четвертый столбик с 2 накидами. Так, дальше 2 воздушные петли, 3 воздушные петли дальше. Так, накид, в первый столбик следующий вяжем 1 столбик, и сюда же второй столбик, накид, следующий столбик вяжем 1 столбик с одним накидом. Так, 2 воздушные петли, накид, под эту арочку вяжем 4 столбика с одним накидом с одной вершиной. Так, первый мы не довязываем, второй мы не довязываем, третий мы не довязываем, и четвертый мы тоже не довязываем. Все петельки вместе провязываем. 2 воздушные, и то же самое здесь. Так, вот этот пропускаем, следующий мы вяжем 1 столбик с одним накидом, и в последний мы вяжем 2 столбика с одним накидом, 1 и 2. Так, 2 воздушные, сюда в центр вяжем снова кукурузку. Сначала 5 столбиков в одну петлю, 1, 2,
3, 4 и 5. Крючком возвращаемся в самый первый столбик и ниточку вытягиваем сзади. 2 воздушные петли. Следующий столбик вяжем 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Следующий столбик 1 столбик с одним накидом. Так, теперь 2 воздушные петли, накид. В эту арочку 4 столбика с одним накидом с одной вершиной. 1, 2, 3 и 4. Провязываем одной петлей. Две воздушные петли, накид. Теперь этот столбик пропускаем, следующий вяжем 1 столбик с одним накидом, а в следующий еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Так. 3 воздушные петли, два накида на крючок. Здесь все столбики вяжем по порядку. Первый столбик с 2 накидами, следующий столбик, второй столбик с 2 накидами, следующий столбик, третий столбик с 2 накидами. И в четвертый столбик с 2 накидами. Далее вяжем 2 воздушные петли и подарку 4 столбика с 2 накидами с одной вершиной. Так, первый столбик с 2 накидами с двумя накидами недовязанный. Сюда же второй столбик с 2 накидами недовязанный. Сюда же третий столбик с 2 накидами недовязанный. И сюда же четвертый столбик с 2 накидами недовязанный. И все петельки провязываем. 2 воздушные. И вяжем 2 накида на крючок. Этот столбик пропускаем. В этот вяжем 2 столбика с 2 накидами, 1 и сюда же второй, и следующие 2 столбика просто вяжем по порядку, в каждый из них столбик с 2 накидами. Первый, сюда же следующий, второй. Так, вот у нас готов третий ряд бабочки. Так, снова 3 воздушные петли подъема. Так, 2 накида на крючок, в следующий столбик, столбик с 2 накидами, 2 накида на крючок, следующий столбик вяжем сразу 2 столбика с 2 накидами. Сюда же второй вяжем столбик с 2 накидами. Так, 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючок. Теперь вот в эту первую арочку вяжем снова такой же элемент, как мы вот здесь связали, из 4 столбиков с 2 накидами с одной вершиной. 2, 3, 4. Так, все петельки провязываем. Снова 3 воздушные петли, 2 накида на крючок и сюда же такой же элемент.
1, 2, 3, 4. Все петельки провязываем. 3 воздушные петли. 2 накида на крючок. Эти все столбики провязываем по порядку. В каждый вяжем столбик с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Так, 3 воздушные петли, накид. Так, в первый столбик вяжем 2 столбика с 1 накидом. В следующий столбик 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли, накид. Под эту арочку вяжем 4 столбика с 1 накидом с 1 вершинкой. 1, 2, 3, 4. Так, все провязываем. 2 воздушные, накид. Сюда же такой же элемент. Первый столбик не довязываем, второй не довязываем, третий не довязываем и четвертый не довязываем. Все петельки провязываем. 2 воздушные. Так, теперь сюда же этот столбик первый пропускаем, следующий вяжем 1 столбик с 1 накидом, следующий столбик 2 столбика с 1 накидом. 1 и 2. Так, снова 2 воздушные петли, накид, и снова в центр вяжем кукурузку, но чтобы выпуклость у нас осталась на той стороне. Так, 1, сюда столбик, сюда же второй, сюда же третий, сюда же четвертый, сюда же пятый. Так, первый столбик возвращаемся и вытаскиваем петельку спереди. 2 воздушные петли, накид. В первый столбик вяжем 2 столбика с 1 накидом, следующий столбик вяжем 1 столбик с 1 накидом. 2 воздушные петли, в первую арочку вяжем элемент из 4 столбиков с 1 накидом с 1 вершинкой. 2, 3, 4. Так, 2 воздушные, накид. Сюда же вяжем такой же элемент. 1, 2, 3, 4. Все петельки провязываем 1 петлей. Так, 2 воздушных, накид. 1 пропускаем, следующую вяжем столбик с 1 накидом, 1 накид, и последний в этот столбик вяжем 2 столбика с 1 накидом, 1 и 2. 3 воздушные петли, 1, 2, 3, 2 накида на крючок. Провяжем все эти столбики по порядку столбиками с 2 накидами. Первый столбик с 2 накидами. Так, второй столбик с 2 накидами, третий столбик с 2 накидами, четвертый столбик с 2 накидами. Так, 3 воздушные петли, 2 накида на крючок. Сюда свяжем элемент из 4 столбиков с 2 накидами с 1 вершинкой. Первый столбик с 2 накидами не довязываем, второй, третий,
4. Все петельки провязываем, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Так, 2 накида, и в эту арочку то же самое делаем. 1, 2, 3, 4. Все петельки провязываем, 1, 2, 3 воздушных, 2 накида на крючок, этот столбик пропускаем, следующий вяжем 1 столбик с 2 накидами, плюс сюда же еще 1 столбик с 2 накидами, и в последние 2 столбика вяжем по порядку, в каждый 1 столбик с 2 накидами, 1, и в последний столбик точно так же столбик с 2 накидами. Так, вот у нас получилась вот такая конструкция. Получается 1, 2, 3, 4 ряд мы закончили. Пятый ряд. Поднимаюсь снова на 3 воздушные петли, 1, 2, 3. 2 накида, в следующий столбик провяжу столбик с 2 накидами, 2 накида, в следующий столбик провяжу 2 столбика с 2 накидами в 1 столбик, сюда же второй столбик с 2 накидами, 3 воздушные петли, в первую арочку элемент из 4 столбиков с накидом из 4 столбиков с 2 накидами с одной вершиной. 1, 2, 3, 4, 3 воздушные петли. В следующую арочку то же самое. 1, 2, 3, 4. Все петельки провяжем. 3 воздушные петли. В последнюю арочку такой же элемент. 1 столбик с 2 накидами, 2 столбик с 2 накидами, 3 столбик с 2 накидами, 4 столбик с 2 накидами. Все провязываем. 3 воздушные петли, 2 накида на крючок, и эти все столбики провязываем по порядку, в каждый из них вяжем по столбику с 2 накидами. 1, 2, 3, 4. Теперь 3 воздушные петли, накид на крючок, следующий столбик вяжем 2 столбика с 1 накидом, 1, 2, следующий столбик 1 столбик с 1 накидом. Так, 2 воздушные петли, накид, в первую арку вяжем такой же элемент из 4 столбиков с 1 накидом с одной вершиной. 2, 3, 4. Все петельки провязываем. 2 воздушные. Накид сюда же то же самое. 1, 2, 3,
4 провязываем, 2 воздушные, накид, сюда же то же самое, 1, 2, 3 и 4. Все петельки провязываем, 2 воздушные, накид, 1 столбик пропускаем, в следующий вяжем 1 столбик с одним накидом, в последний 2 столбика с одним накидом, 1 и сюда же еще 1. Так, снова 2 воздушные петли, и снова у нас элемент кукурузка. В центр мы свяжем 5 столбиков с одним накидом и их сомкнем в кукурузку. 1, 2, 3, 4, 5. Возвращаемся крючком в 1 столбик и протягиваем петельку сзади элемента. 2 воздушные петли, накид, следующий столбик делаем 2 столбика с одним накидом, следующий столбик 1 столбик, так, 2 воздушные, и в арочку также точно вот эти вот элементики свяжем. Сейчас пока отключусь, здесь не буду показывать, чтобы время не занимать лишнее. Все, вот эти вот элементики я провязала через 2 воздушные петли, закончила 2 воздушными петлями. Так, накид, 1 столбик здесь пропускаем, следующий я вяжу 1 столбик с одним накидом, и следующий столбик 2 столбика с одним накидом в 1 столбик, 1 и сюда же 2. Так, 3 воздушных, 2 накида на крючок, и вот эти 4 столбика с 2 накидами мы провязываем по порядку. 1, следующий 2 с 2 накидами, 3 с 2 накидами и 4 с 2 накидами. 3 воздушные, 2 накида, сюда вяжем также 3 элемента из 4 столбиков с 2 накидами с одной вершинкой. Так, 1, 2 столбик не довязываем, 3 не довязываем и 4 не довязываем. Вот такой элемент. Еще 2 раза мы повторяем. Сейчас сделаем 3 воздушные петли и еще повторим вот в этой арочке и вот в этой арочке. Так, вот я связала все эти 3 элемента через 3 воздушные петли, закончила 3 воздушными, 2 накида на крючок, 1 столбик этот пропускаем, в следующий вяжем 2 столбика с 2 накидами в 1 петлю, 1 столбик с 2 накидами, 2 сюда же, и далее в следующие 2 столбика по порядку, в каждый по столбику с 2 накидами. Так, 1 и 2. Так, вот мы закончили 1, 2, 3, 4, 5 ряд. С 6 ряда начинаем вязать каждое крылышко отдельно. Начнем с большого крылышка. Теперь у нас пойдет на убавление. Так, 3 воздушные, 2 накида, следующий столбик с 2 накидами. Еще в следующий столбик вяжем 2 уже столбика с 2 накидами. 1 и сюда же 2. Так, сделаем 3 воздушные петли. Сюда мы ничего вязать не будем в первую арку, перейдем сразу во вторую и в нее свяжем этот же элемент. 1, 2,
3, 4. Провязываем 3 воздушные, 2 накида, сюда же вяжем такой же элемент, 1, 2, 3, ой, распустилось все. В общем, свяжем сюда еще такой же элемент, сейчас я подключусь. Вот я связала такой же элемент, 3 воздушные петли, далее 2 накида на крючок, и вот эти все 4 столбика с 2 накидами провязываем просто по порядку. 1, 2, 3, 4. Далее снова 3 воздушные петли. Снова эти столбики провязываем. 1, 2 и 3. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 накида. Сюда же вяжем этот же элемент. Из 4 столбиков с 2 накидами с одной вершиной. 1, 2, 3, 4. 3 воздушные, на 2 накида, 1 пропускаем, сюда вяжем столбик с 2 накидами, и еще сюда же 1 столбик с 2 накидами. Дальше 2 столбика с 2 накидами по порядку. 1 и 2. Так, 3 воздушные петли. Так, 2 накида. В первый столбик, в следующий столбик вяжем 1 столбик с 2 накидами, не довязываем. Следующий столбик еще 1 столбик с 2 накидами, не довязанный. И эти все 3 столбика провязываем. 2 накида. Следующий столбик мы не вяжем. Следующий вяжем 1 столбик с 2 накидами. И последний мы вяжем 1 столбик недовязанный с 2 накидами. И следующий тоже недовязанный с 2 накидами. И все эти 3 петельки провязываем. Все. У нас получилось крылышко почти завершено. Сейчас я еще его убавлю 1 разик. И все. Так, делаем снова 3 воздушные петли, 2 накида. Вот эти 2 средних столбика мы сократим снова, их провяжем вместе с одной вершинкой. Первый с 2 накидами не довязываем, второй с 2 накидами не довязываем, и все 3 петельки вместе провязываем. И последний столбик с 2 накидами мы провязываем отдельно. Вот, все, крылышко первое у нас большое самое завершено. Его нужно, конечно же, еще расправить, отпарить. Так, ниточку оборвали и закрепляем. Так. В общем, протаскиваем через петельку, оставляем, переходим на вязание аналогичным способом на вот этой второй половинке, на противоположной. Также точно большое крылышко это провязываем. Начинаем там, смотрим, где у нас начинается лицевой ряд. Теперь нужно связать второе крылышко маленькое. Вот сюда переходим. Смотрите, что если у нас изнаночный ряд, значит здесь должен быть лицевой, потому что поворотные ряды. Вот сюда вкалываемся, делаем петельку на ниточке и сюда протягиваем, делаем 2 воздушные петли, накид,
Дальше 2 столбика с накидом по порядку в каждый столбик предыдущего ряда. Так, одновременно хвостик убираем. Так, потом 2 воздушные, накид, сюда вяжем элемент из 4 столбиков с одной вершиной, столбики все с одним накидом, все петельки провязываем, 2 воздушные, накид, сюда то же самое, 1, 2, 3, 4, провязываем, 2 воздушные, накид, все 3 столбика вот эти по порядку с одним накидом провязываем, 1, 2 и 3, 2 воздушные, поворачиваемся, снова эти же столбики провязываем, 2, 3, так, 2 воздушные, накид, эту арку пропускаем в среднюю, вяжем элемент из 4 столбиков с одним накидом с одной вершиной, 2, 3, 4, провязываем все петельки, 2 воздушные, накид, эту арочку пропускаем, следующие 3 столбика вяжем по порядку, 1 столбик с накидом, 2 столбик с накидом и 3 столбик с накидом. Снова 2 воздушные, поворачиваемся, эти все столбики опять провязываем по порядку, 2, 3, накид, здесь уже ничего не вяжем, и последние 3 столбика также точно вяжем по порядку, 1, 2 и последний 3, 2 воздушные, поворачиваемся, следующий столбик вяжем столбик с одним накидом, накид, вот этот пропускаем, в серединку вот сюда вяжем столбик с одним накидом, накид, этот пропускаем, в предпоследний вяжем столбик с одним накидом, накид, и в последний тоже столбик с одним накидом, 2 воздушные, и последний ряд у нас все эти столбики мы вяжем с одной вершинкой, столбик с одним накидом, следующий столбик, снова столбик с одним накидом, все мы их пока не довязываем, 4 столбик с одним накидом не довязываем, 5 столбик с одним накидом не довязываем, и все эти петельки 5 штук провязываем. Все. Так, ниточку обрываем, закрепляем, вяжем аналогичное крылышко с противоположной стороны. Ниточки потом все уберем, когда будем делать обвязку. Так, вот получается такая бабочка. То есть мы тоже начинаем вот с этого первого столбика и так дальше. Отмотайте на это же место и провяжите. Переходим к самому последнему ряду, это обвязка. Заодно нужно связать голову, усики. Так, вот в это отверстие, самое первое, мы вкалываемся, делаем петельку, вытаскиваем ниточку. Так, и делаем 2 воздушные петли подъема, накид, и сюда делаем пышный столбик. Накид, петля 1, накид, петля 2, накид, петля 3, накид, петля 4, накид, петля 5, накид, петля 6. Теперь все эти петельки провязываем одной петлей. Так, делаем еще раз петельку, провязываем,
И вяжем теперь 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Одну петельку на подъем и возвращаемся теперь в обратную сторону соединительными столбиками в каждую петельку. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь еще раз 7 воздушных петель, одну на подъем и возвращаемся также точно обратно соединительными петельками. Вот второй усик готов. И теперь я вкалываюсь вот в эту среднюю петельку, вытаскиваю ее и протягиваю через другую петельку. Теперь 2 воздушные петли и возвращаюсь вот сюда, в эту дырочку, и делаю тоже соединительную петельку. Так, вот столбик туда выворачиваю. И теперь начинаю обвязку по краю, одновременно завязывая ниточки. Вот. И теперь я на всем протяжении вот так вот буду вязать обвязку. Вот под столбик я вкалываюсь и делаю сначала воздушную петлю подъема, хотя здесь можно без воздушной петли, просто столбик без накида, первый, второй, вот сюда можно уже третий, четвертый. И на четвертом столбике делаю пико. 1, 2, 3 воздушные петли. И в первую возвращаемся, соединяемся. Дальше снова первый столбик без накида. Серединку сюда второй. В общем, тут надо варьировать уже. Третий, четвертый. Как вот видите, что у вас можно еще столбик связать, так и вяжите. Главное, чтобы здесь не было складочек никаких. 1, 2, 3. Пико. И так дальше вяжем. Столбик первый, второй, третий, четвертый. Пико. 1, 2, 3. Возвращаемся. Снова под столбик. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, пико. 1, 2, 3. В общем, вяжем так вот весь, все вот так вот по периметру. Вот здесь, где у нас идет брюшко, вот здесь нужно связать такой же пышный столбик, вот, либо кукурузку вот тут в серединке. И дальше продолжите обвязку также точно. Ну все, продолжайте работать. Вот тут вот на вершинке крылышка, вот она вершинка, я подошла к ней. Делаем пико, первое 1, 2, 3, возвращаемся. Сюда вяжем столбик без накида и на нем тоже пико. 1, 2, 3. Возвращаемся. И вот сюда пико тоже. Сначала столбик без накида, потом 1, 2, 3 и пико. Дальше вяжем также точно через 4 столбика без накида пико. 2, 3, 4. В общем, вяжем так вот 3 пико на каждой вершинке. Даже если у вас тут это будет меньше столбиков, вот перед тем, как вы свяжете вершинку, это ничего страшного. Главное, чтобы не стягивала и не фалдила вот здесь с краю. Но старайтесь соблюдать интервал 4 столбика. Все, вот здесь вот свяжите пико или... Вот такая интересная бабочка получается. Убираем ниточки на изнаночную сторону, отпариваем или стираем, высушиваем. Можно ее накрахмалить и использовать уже
как вам захочется. Я буду их декорировать в футболку, а вы можете придумать что-то свое. Ну, в общем, вот так вот фантазируйте. Здесь можно еще, я думаю, что и бусинки какие-то использовать. В общем, здесь уже дело каждого отдельно. Все, всем спасибо за внимание. Надеюсь, что это видео было для вас полезным, интересным. Если это так, то подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Поддержите меня вашими лайками, комментариями. Всем пока-пока. С вами была Елена. Увидимся в новых интересных видео.